Всем привет! Очередная посылка с AliExpress iHeyLink Kit. Так вот приходит Android коробочка с установленным Android 11. Универсальный вариант. Позиционируется первое. Это как для автомобиля беспроводной CarPlay, беспроводной Android Auto. Для автомобилей мультимедиа, которых поддерживает проводной CarPlay и Android Auto. Это вот устройство поможет сделать вам эти две системы беспроводными. Плюс можно заказать еще с пультом дистанционного управления. То есть это Air Mouse 2,4 ГГц Wi-Fi. Само устройство в такой вот классной фирменной упаковке приходит. Коробочка из пластика, затянута пленкой. Транспортировочный пластик глянцевый. Очень добротно, прикольно выглядит. Супер. В последующем по эксплуатации понятно, что глянец не очень хорошо будет сказываться. Ну, может и устойчиво к царапинам, хотя навряд ли. Очень классно. Модель устройства CP308. CarPlay Box. Питание 5 вольт, 1 ампера. 64 гигабайта внутренняя память. 4-ядерный процессор установлен. 4 гига оперативки. Интерфейсы USB-A и HDMI. Кстати, устройство универсально чем? Тем, что его можно использовать как в авто, так и дома, подключив HDMI кабелем к телевизору. И у вас такой себе TV-бокс. Третье предназначение. Можно эту коробочку использовать как съемный диск, носитель. Есть возможность заказать на 32 гигабайта встроенной памяти и 128 гигабайт. Накачав сюда информации, он может выступать как съемным жестким диском. Подключив его к компьютеру, можете использовать его как носитель. Имеется встроенный GPS, слота под сим-карту нету, встроенный Wi-Fi есть. Можно использовать для подключения к интернету или домашний интернет, Wi-Fi роутер, или же раздачу со смартфона. Type-C разъем питания подключаем или в автомобиль, или же, если дома используем, подключаем кабелем 5-вольтовый блок питания, 2-1 амперный, попросту зарядная вашего смартфона. В комплекте также идет кабель. Инструкция небольшая, перевести можно. Говорит о том, что подключение, скорее всего, очень простое. Простой Android. Android 11 установлен, поэтому, я думаю, разберется даже ребенок с этим. Ну, дети точно разберутся, я думаю, и пожилой человек также может разобраться. Немного информации можно перевести с английского, если вы сомневаетесь в подключении. Но интуитивно будет, я думаю, все вам понятно. Купон на скидку получаете. И кабель. Кабель интересен тем, что идет с переходником в комплекте. Сам кабель по себе качественный. Из качественных материалов сделан, плюс еще и переходник. С одной стороны Type-C для подключения в устройство, с другой стороны два варианта подключения. Или же USB-A обычный в автомобиль, или же в блок питания, если вы подключаете дома. И такой вот переходничок есть USB-A на Type-C. USB-A Type-C. Подключаем сюда, и у нас получается с двух сторон Type-C подключение кабеля. Кабель небольшой длины, но больше в автомобиле, в общем-то, и не нужно. Мышь, скорее всего, будет полезна для использования дома с телевизором. Наверное, обычная Air Mouse, которую привыкли видеть. Батарейки используются по типу 3А, 2 штуки. И приемник
подключающийся в устройство, в разъем USB. Ну или где хотим использовать. Также это устройство, эту мышь можно использовать не только с этой коробочкой. Хорошие прорезиненные кнопки, то есть пульт качественный. Качественный, в комплекте идет пульт, сразу можно установить. Или аккумуляторы по типу 3А, или батарейки, я думаю, их и надолго должно хватить. Отличный вариант использования этого устройства подключения HDMI кабеля для дублирования изображения с коробочки на экранах, встроенных в подголовники. У вас автомобиль оборудован с экранами в подголовниках пассажира и водителя. Для трансляции контента задним пассажирам можно подключить это устройство кабелем HDMI к системе, и будет вам транслировать на мультимедиа со звуком, плюс дублирование будет идти на задние экраны. Звук в случае подключения к мультимедиа через кабель будет транслироваться на мультимедиа основной. Если же просто подключение идет по HDMI к телевизору или же к системе автомобиля с задними мониторами, то звук будет выводиться именно на мониторы. При подключении двумя кабелями приоритет будет выводиться на основное мультимедиа авто. Первое подключение хочу сделать на столе. 5-вольтовый блок питания, кабель подключен. Чуть позже подключу мышь и подключаю HDMI кабель, соответствующий разъем. Второй конец HDMI кабеля подключен у меня в телевизор. Подаю питание. Пошла загрузка устройства. Пошла загрузка на телевизоре. Предупреждение. Да, и тут нужно использовать мышь, потому что по-другому, в общем-то, никак я не смогу управлять устройством. Очень быстрая загрузка произошла. Не успел я, в общем-то, и отреагировать, включить запись. Нажал просто на включение. То есть первый раз выключил и потом включил. Устройство готово. Управляю сейчас джойстиком мыши. Вот видно предустановленные приложения. Видите на экране. И дальше. В общем-то обычный Android, Android Auto, CarPlay, медиа. Имеется в виду, если будет у вас установлена флешка в USB, можно будет медиафайлы воспроизводить. Музыку, видео с флешки воспроизводится и выводится на монитор с разрешением 4К. Также через флешку можно обновлять устройство. Настройки. Давайте первое что. Кстати, вот видите, можно устройство полностью настроить у себя дома с экрана телевизора. И потом уже подключить, принести его в автомобиль. Настройки Wi-Fi, Bluetooth, Language. Первое, что выбираем, чтобы для удобства. Хотя на английском тоже можно все понимать. Большое количество языков, видите. Согласиться. Устройство, скорее всего, перезагружается. Заявленная скорость загрузки в автомобиле до 30 секунд. Перезагрузилось устройство, можем уже читать предупреждение на русском языке, несмотря на видео во время движения автомобиля. Одобрить и принять. Жмем ОК. Язык поменялся. Теперь можно смотреть остальные все моменты. Можно опции запуска выбирать автоматом, что вам включать при запуске двигателя автомобиля, при загрузке системы, автоматически подключать CarPlay или Android. Или же вручную выбирать. Может автоматом подтягивать сразу ваш телефон и автоматически, пока вы сели, запустили двигатель, запускаться уже на мультимедиа Android, Auto или Apple CarPlay. Все это в настройках вот здесь можно выбирать. Air мышь, давайте ж, можно, да, можно и таким способом, в общем-то, все выбирать. Поиск Wi-Fi, подтягивает мой домашний роутер, все стандартно. Раздел об устройстве, версия, которая установлена, обновление версии
Получается, что нет доступной версии, текущая версия системы. Скорее всего, онлайн обновление по воздуху просто невозможно. И здесь вот характеристики по устройству. Кстати, вот есть зеркало. Можно дублировать экран смартфона на мультимедиа полностью. Google Play, Play Market, устанавливаете любое приложение, которое вам нужно на устройство, будь то видеонаблюдение, все, какие имеются для Android. И потом вы все можете выводить на мультимедиа автомобиля. Google карты, Waze поставить, предустановленные приложения. Вот сейчас у вас на экране. Что стоит поставить? Ну, как для меня, это Waze. И по видеонаблюдению. Вы уже смотрите сами. Машина. Понятно, какой автомобиль. Там вернуться в меню автомобиля. APK-файлы также можно ставить. Помощник голосовой также имеется. И можно вызывать с пульта. Нашел свой канал в YouTube. Воспроизвожу видео. Видео идет со звуком нормально. Хорошее изображение на весь экран. Даже вот открыл под моим видео ссылку и перешел на страницу заказа на AliExpress. Можно посмотреть стоимость. Понятно, что здесь неудобно все это делать с помощью вот мыши. Но на сенсорном экране все гораздо будет лучше. И это можно делать в автомобиле. То есть Android 11, Android устройство. Но которое приспособлено для вывода информации на экран, на телевизор, на мультимедиа автомобиля. Кстати, устройство при работе прилично греется, поэтому не стоит его в автомобиле ложить куда-то в бардачок и забрасывать сверху какими-то вещами. Ему нужно охлаждение. Чувствительно вот пробуешь, и устройство горячее. Вентиляционные отверстия также должны быть полностью открыты, чтобы устройство у вас не перегревалось, а охлаждалось. Устройство показывал я вам на видео перед этим. Использовал. Какой плюс его, что имеется слот под сим-карту. То есть устройство может полностью как Android телефон работать. И также раздавать интернет по Wi-Fi, мобильный интернет оператора. Также классное устройство. Небольшой минус, что дольше загрузка. Видеообзор делал, переходите по ссылке, смотрите. Сейчас подключаю вот это устройство обычным способом. Кабель, соответствующий разъем, и в разъем USB автомобиля, куда вы подключали свой смартфон, чтобы выводить его на экран мультимедиа. Запускаю двигатель, чтобы активировать питание через USB, ну и активировать полностью мультимедиа. Заодно посмотрим загрузку устройства. Скорость загрузки. Тут зависит еще, включена ли у вас была мультимедиа и как она активируется. Автоматически или же принудительно включением. Ну вот в данном случае у меня есть кнопка включения, выключения мультимедиа. Режим ожидания ее. Чтобы мне ее запустить, мне нужно нажать на кнопку. Если я глушил двигатель и она была включена, не выключал я ее кнопкой, то она при следующем запуске автоматически будет загружаться. И соответственно будет автоматически загружаться и устройство. Сейчас я включаю кнопкой. И вы видите, пошла загрузка Android устройства. Android 11. И загрузка. Одобрить, принять. Опять же, постоянно, скорее всего, будет выскакивать вот это вот предупреждение. Готово. Ну и тут уже все проще, потому что можно управлять свайпами по экрану. Очень удобно. Красивый интерфейс. Можно поменять тему. Давайте посмотрим привязку. Wi-Fi. Мой Wi-Fi роутер рядом. И еще есть Wi-Fi роутеры. Можно привязаться к ним, если у вас есть пароль. Или же вообще включить-выключить Wi-Fi. Такая тема есть. Давайте привяжем iPhone. Как это сделать? Все просто. CarPlay и Android Auto.
Использую CarPlay для айфона. Девайс такой-то. Захожу в Bluetooth настройки с айфона. Bluetooth. Подвязываю, первая подвязка по Bluetooth. Идет поиск Smart Car Smart Box. Кликаю создать пару, разрешить различные разрешения. iPhone Роман подключен. Подключить устройство. Идет подключение, готово. Apple CarPlay. Смартфон лежит в автомобиле, без провода, привязан к мультимедиа. Еще один вот этот вот плюс этой коробочки. Опять же, показывал я вам в настройках, заходим и ставим автоматически подключать CarPlay при запуске двигателя и при том, когда у вас, с вами телефон находится. Или же каждый раз подключать вручную, зайти в настройки Android этого устройства и тыкнуть CarPlay или Android Auto, выбрать. Если у вас два телефона и вы хотите или же сегодня Android Auto пользоваться, завтра Apple CarPlay, можете это все вручную выбирать. Если автоматом, ставите автомат. Все просто. CarPlay. Все, что доступно CarPlay, устанавливаете все приложения, какие хотите. Также и прогружается навигация. Ну или же можно использовать Waze. Вернуться в меню. Жмем на автомобиль, Хавал. И здесь также жмем на иконку машина. Меню стандартное автомобиля. CarPlay вернуть назад. То есть заходим на Android сразу. Если нужно CarPlay, заходим на CarPlay. Еще вот загрузка приложений зависит от качества интернета. Если будет устройство получать откуда-то интернет, а будет оно получать, потому что или раздача, или же роутер, качество сигнала Wi-Fi и качество самого интернета напрямую зависит загрузка роликов, загрузка приложений и качество воспроизведения роликов. Ну, блин, качество классное. Получится ли на весь экран? Есть возможность, кажется, в этом приложении открывать на весь экран ролики. Там есть приложение в этом устройстве установлено. Кнопки на руле работают. Вот я управляю. В Запорожье. Решили попутешествовать на поезде. Классный звук. Вагон качественный. Также и видео воспроизводится в хорошем качестве. Кстати, можно также разделять экран. Жму на картинку YouTube, разделить экран. Вот навигация с одной стороны, с другой стороны YouTube воспроизводится. Смотрите картинку в небольшом экране и загружаются Google карты, Waze, какое приложение сюда откроете. Или же, например, YouTube и видеонаблюдение камеры. Приложение Start Animation. Прописана инструкция на английском, что при воспроизведении видеофайла с флешки, с носителя подключили флешку сюда. Например, хотите какой-то фильм смотреть на весь экран. Тогда это приложение поможет вам вывести на весь экран видео с флешки. С YouTube понятно, что в том формате, в котором есть, в таком и будет показывать. Так как у меня нету флешки установленной, то пока такой возможности не имеется. Но приложение такое уже установлено. По мыши. В общем-то, наверное, будет интересно детям управлять с задних сидений. Я думаю, что водителю или пассажиру, может, если не хочет по экрану пальцами свайпать, вводить, то можно пользоваться пультом. Но лучше, конечно, использовать с большим монитором, с телевизором или же на каком-то расстоянии большом. Если у вас тут все рядом, то смысл в пульте небольшой. Выключаю пультом устройство и включаю. Такой вот вариант выключения есть. На сегодня все. На вот это устройство оставляю видео в описании.
под видео заходите. И там же ссылки будут на приобретение. Кого устроит такое устройство, можно приобретать. Кому понравилось это, можно также приобретать. Можно в комплекте с пультом, можно без пульта. Уже как вам пожелается. Подписывайтесь на канал обязательно. Группа в Телеграме по видеонаблюдению, кому интересно. Все мои видео также на Телеграм-канале. Телеграм-канал также ссылка. Ссылка на Инстаграм также оставляю. Всем удачи, до следующих видео.